Сегодня у нас с вами не обычное видео, а полюбившийся многим сборник. Красота или смерть? Наши предки воспринимали это слишком буквально. Знаете ли вы, что в средневековье дамы стирали платье мочой, а мужчины щеголяли в одних колготках? Неужели викторианки вырывали себе зубы, чтобы вставить фальшивые челюсти, и пили мышьяк ради неземной бледности? Правда ли, что в XIX веке модницы вкалывали в лицо парафин и пользовались радиоактивной косметикой, чтобы омолодиться? Это не сценарий хоррора, это реальная история моды, от кринолинов размером почти полметра до вот таких туфелек, в которых нельзя было пройти и метра. Каждое десятилетие рождало тренды, от которых кровь стынет в жилах. Почему женщины средневековья умывались мочой и носили пояса верности? Зачем викторианки глотали червей? И как парафиновые инъекции превращали грудь в камень? Если после этого видео вы захотите выбросить свою помаду, мы вас поймем. Но сначала подпишитесь и нажмите колокольчик уведомлений. Впереди еще больше жутких историй, от которых вы просто не сможете оторваться. Но перед этим, друзья, хочу поделиться с вами очень радостной для всего нашего коллектива новостью. В свет вышла новая книжка наших авторов «Как жили на Руси». Это книга для детей, но она будет интересна и взрослым. «Как жили на Руси» – путеводитель по миру прошлого. Каждая часть книги посвящена одной из сфер жизни в Древней Руси – жилью, одежде, хозяйству, наукам и торговле. Благодаря этому чтение воспринимается как путешествие по другой стране с увлеченным гидом, который старается показать это необычное место со всех сторон. Давным-давно в тридевятом царстве, тридесятом государстве жили-были дед с бабой, и было у них 7 детей. Но как именно они жили, где спали, как одевались, что ели на праздник, а что по будням, чем занимались их дети, в какие игрушки играли, ходили ли они в школу или целыми днями водили хороводы. Все эти бытовые вопросы обходят стороной и сказки, и книги по истории. Однако именно в них заключено самое интересное и важное. Если бы вы вдруг очутились в Древней Руси, вам бы пригодились как раз такие знания. В каких домах тут живут, где работают, чем расплачиваются за покупки, чем различается одежда детей и взрослых. В книге «Как жили на Руси» вас ждут также археологические загадки, нераскрытые тайны истории, интересные факты, исторические зарисовки о жизни в Древней Руси и многое-многое другое. В общем, ссылку оставлю в описании, не пропустите. На что только не шли женщины ради моды, но, пожалуй, самые безумные жертвы ей приносили в средние века. Зачем грудь натирали крапивой и марганцовкой? Как шелковое белье связано с антисанитарией? Какая обувь была самой странной? Зачем на лицо наносили мышьяк, а в глаза капали белладонной? Какие рецепты красоты были самые убийственные? Сначала в моде были девушки хрупкие, с тонкими руками и ногами, высоким лбом, круглым беременным животом и плоской грудью. Для того, чтобы добиться желаемого размера, грудь перебинтовывали и перетягивали специальными пластинами уже с детства. Конечно, на пользу здоровью это не шло. Затем во Франции вошла в моду большая грудь. Вот тогда женщины впали в другую крайность. Страдалицы натирали грудь крапивой и марганцовкой. От этого жуткого состава грудь опухала и увеличивалась. Вот такие мучения ради красоты. Изысканное шелковое белье, вызывающее ассоциации с галантными кавалерами и их прекрасными дамами, на самом деле появилось из овшей. В средневековой Европе царила полная антисанитария, а поскольку мылись тогда только по особым поводам, по 2 раза за всю жизнь, вши были главным спутником человека, но от шелкового белья вши просто скатывались и не могли зацепиться лапками за ткань. Точно так же отвратительной вони немытых тел мир обязан появлению знаменитых французских духов. Правда, первые парфюмерные средства не отличались тонкими ароматами. Прекрасные дамы в те времена пахли тмином, кориандром, лимоном и даже чесноком. Мода в Средневековье была во всех смыслах смертельно опасной. В моде были высокие лбы. Так вот, чтобы избавиться от волос, на кожу наносили состав извести и мышьяка. Когда в более позднее время в моду вошла бледность лица, использовали свинцовые или цинковые белила. Если же убрать румянец полностью все-таки не удавалось,
можно было выпить уксуса, делов-то. С пигментацией кожи легко справлялись притирания на основе цианистого калия. Ну а если красотки хотели сразить кого-то необычайно выразительным взглядом в глаза, долго не думая, капали белладонну. От нее зрачки расширялись, и в глазах появлялся особый блеск. Вот только постоянная передозировка могла привести к слепоте, бешенству, а порой и смерти. Впрочем, в те времена отравиться можно было и от платья. Для того, чтобы ткань приобрела красивый зеленый оттенок, в краску подмешивали мышьяк. Травились и сами текстильщики, и портнихи, и модницы. Вот такая вот, хоть и недолгая, но ослепительная красота. Стирка в Средневековье была чем-то исключительным. Стирали, как и мылись, пару раз в самые критические моменты. Ну, в общем, может, оно и к лучшему, ведь вместо стирального порошка в средние века использовали смесь мочи, щелочи и речной воды. Но и это еще бы ничего. Приготовьтесь, мочой не только стирали, ее еще использовали, так сказать, в косметологии. Мочой часто умывались. Ну и завершали этот грязный умытый мочой образ искусственные брови из мышиной шерсти. Мужчины тоже не отставали. Одно время они носили вот такие колготки. Они назывались шоссы. Это переходный вариант между бельем и частью костюма. Изначально это были узкие чулки, которые прикреплялись завязками к поясу. Позднее, к XIV веку, их стали сшивать вместе, как колготки, и они превратились из чулок в штаны. Рукава тоже были странной деталью костюма. Они были съемными, ведь иначе невозможно было снять узкую одежду. Их пришивали на день, а вечером отпарывали или привязывали шнурками. В XIII веке были изданы первые законы о рангах в одежде. Вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены. Еще одна модная фишка Средневековья – шапка вместо кошелька. Вот это модный шаперон. В его хвосте хранили монеты и другие небольшие ценные предметы. Впрочем, женские головные уборы Средневековья по сумасбродству значительно превосходили мужские. Вот такой головной убор носили не только феи. Это атур, от французского накрученный, навернутый. Еще его называли эннен. Моднейший головной убор знати, сделанный на каркасе из китового уса. Он был не просто модным, по нему можно было определить, насколько знатна его хозяйка. Принцессы носили эннен высотой в метр, а придворные дамы всего-то 50-60 сантиметров. При такой-то высоте жертвам моды приходилось носить на голове от 3 до 11 килограмм. Чтобы войти куда-то, дамам приходилось приседать. Некоторым даже сильно. Бедолаги-мужчины писали: «Рядом с дамами, одетыми в эннен, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу». Чтобы не казаться карликами, сильный пол стал носить шляпы в виде сахарных голов. Кстати, шляпы человек Средневековья очень дорожил. Их помещали на свой герб представители дворянских родов и целые города. Щеголи носили иногда одновременно 2 шляпы, одну на голове, вторую за спиной. Эннен был на пике моды вплоть до 15 века. Ему на смену пришли рогатый чепец и эскафьон. Эскафьон – это золотая сеточка, которая надевалась на голову поверх скрученных в форме рогов кос. Эти головные уборы щедро и дорого украшались золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями и стоили целое состояние. Как ни боролась с ними церковь, рога было модно носить аж около столетия. Ну а это еще один знакомый нам по фильмам головной убор – темплет. Самая странная модная обувь изобретена тоже в средние века. Чтобы не утонуть в грязи и нечистотах, носили вот такие чоппины. В Англии жених имел право расторгнуть брак, если выяснял, что жена при помощи чоппинов казалась значительно выше. Ходить в них было дико неудобно, поэтому, чтобы в прямом смысле слова не ударить в грязь лицом, с собой брали служанок, чтобы те поддерживали под руку. Но самое интересное, что носили такие туфли не только женщины, но и мужчины. Впрочем, для мужчин была своя модная обувь – пулены. Ходить в люксовых пуленах было дико неудобно, ведь их длинные части шатались из стороны в сторону, но работать так и вовсе невозможно. Именно непричастность к труду и подчеркивала эта обувь. Для того, чтобы длинные носы не мешали при ходьбе, их пристегивали к браслету у колена цепочками. Считается, что выражение «жить на широкую ногу»
своим происхождением обязана как раз пуленам. Мы все видим их прекрасные наряды на картинах, жемчуга, золотое шитье, драгоценные камни, но что скрывалось подо всей этой красотой? Итак, так что под платьем знатной дамы? Правда ли, что они не носили трусы? И зачем надевали корзины? Правда ли, что это мужчины носили колготки? И почему привычного нам нижнего белья не носили вообще? Какое средневековое белье шокирует вас больше всего? И правда ли, что некоторые предметы белья трижды проклинала церковь? Правда ли, что в Древней Руси носили кимоно? Чем вас удивят панталоны? И правда ли, что модным было радиоактивное белье? Итак, знакомьтесь, Жанна Антуанетта Пуассон, официальная фаворитка французского короля и настоящая икона стиля, более известная как маркиза де Помпадур. Историки XIX века считали, что это она правила Францией вместо Людовика XV. Но для нас более интересно другое. Пожалуй, сложно назвать другую женщину, оказавшую столь огромное влияние на моду всей Европы. Все, что она носила, моментально разлеталось по миру. Ее прическа стала дико популярной и вошла в историю под ее именем, так же, как и платье, стиль интерьера, узоры и даже необычный розовый. Это она, как считается, из-за своего небольшого роста первая надела каблуки, которые раньше были исключительно мужской обувью. Она задавала всей Европе моду своим умением выглядеть роскошно и вместе с тем как бы непринужденно. И, кстати, это ей принадлежит фраза «после нас хоть потоп». Итак, представьте, блистательная маркиза с помощью служанок снимает платье, но что находится под ним? А находится там очень много всего неожиданного. В XVIII веке женщины носили огромное количество нижнего белья, о котором сегодня мы забыли. Сначала мы видим корсет. Эта деталь гардероба заслуженно пользуется славой одного из самых опасных предметов женской одежды. В средние века, когда в моде была маленькая грудь, в железные корсеты буквально затягивали девочек, чтобы остановить ее формирование. Корсеты затягивали так туго, что они деформировали внутренние органы женщин, носили их даже беременные, что уродовало детей в утробах матерей. А под зловещим корсетом мы видим вот такую конструкцию. Она называется панье, то есть корзина в переводе с французского. Ни одному виду одежды так не доставалось, как нижнему белью, от неблагодарного человечества. Его трижды подвергали анафеме. Сначала Папа Римский проклял в середине XV века корсет, потом фижмы. Ну а следующей, третьей жертвой анафемы стали панье. Панье – первый в истории каркас для юбок, поверх которого надевали еще несколько дополнительных плотных юбок, одна из которых должна выглядывать из-под распашного платья. Модницы того времени должны были овладеть искусством хождения таким образом, чтобы юбка покачивалась и приоткрывала взору любопытных то край нижней юбки, то кончик туфельки или даже щиколотку. В эпоху Марии Антуанетты панье стало до того неудобным и большим, что увеличивали дверные проемы в каретах. Тогда на смену панье пришли фижмы, которые могли складываться, чтобы модница прошла в дверь или смогла войти в карету. Фижмы крепились на шарнирах, дамы локтями сдавливали их при необходимости. В отличие от панье, фижмы надевали поверх нижней юбки, а с середины XIX века под юбкой воцарился кринолин. Кстати, наша героиня, маркиза де Помпадур, и в этой области была первой. Со временем она решила отказаться от не особо удобных панье и фижм и ввела в моду вот такие платья, которые тоже назывались в ее честь. Но, наверное, самое дикое нижнее белье прошлого – средневековый пояс верности. Такое жуткое железное изобретение якобы изначально закрывали на замок мужья, отправляясь в крестовые походы. Первое изображение этого пикантного пояса относится к XV веку. Вот так выглядит пояс верности из музея Клюни в Париже, который якобы принадлежал Екатерине Медичи. А вот этот, по легендам, носила та самая Анна Австрийская, героиня истории с подвесками из «Трех мушкетеров», которая в романе Александра Дюма изменяла мужу с английским герцогом Бекингемом. Как бедняги носили это на себе, не совсем понятно. Впрочем, в 90-х в научном мире разгорелся громкий скандал. Сотрудники крупнейших музеев Британского и Парижского музея Средневековья провели экспертизу и выяснили, что якобы средневековые артефакты – подделки викторианской эпохи. В каталоге Британского музея написано: вероятно, большинство ныне известных предметов были изготовлены в XVIII-XIX веках как фетиш для озабоченных или в шутку. Серьезные музеи поспешили убрать сомнительные артефакты в запасники. Но продолжим раздевать нашу героиню. Так что скрывается под панье? Нет, не то, что вы подумали.
Привычное нам нижнее белье в основном плод 20 века. Трусы, как и брюки, вплоть до конца 18 века, считались исключительно мужским предметом гардероба, символом мужской власти, а женщины, носившие их, считались либо дрочливыми женами, ну или женщинами с пониженной социальной ответственностью, как сказали бы сейчас. Вот такие мужские трусы в средние века назывались бре. Их длина варьировалась в зависимости от времени года, климата и социального положения хозяина. Король Франции Людовик X сварливый, который страдал от дизентерии, ввел печальную моду. Бре стали носить с глубоким разрезом сзади. Кстати, именно мужчины первыми стали носить и колготки. Ну а как еще можно назвать вот такой предмет мужского гардероба? Шоссы. Они тоже, между прочим, не сшиты между собой и прикрепляются к поясу на завязочках. Но вернемся к нашей героине. Если трусы – прерогатива мужчин, то, может, она в панталонах? Нет, не носили до конца 18 века женщины и панталон. Впрочем, из любого правила есть исключение. Известно, что жена герцога Тосканского, Элеонора Толецкая, носила под платьем подобие панталон. Такие же изготавливали и для королевы Марии Медичи. А вот что носили и мужчины, и женщины под одеждой, так это рубашку. Это она была самым что ни на есть нижним бельем. Она принимала на себя и пот, и грязь. И если верхнюю одежду не стирали, а чистили, то нижнюю уже стирали регулярно. Ну а как же привычные нам бюстгальтеры? Как и трусы, это самые молодые предметы нижнего белья. Они тоже появились в 20 веке. Впрочем, женщины на то и женщины, что придумают, как подчеркнуть свою красоту. Так хирург короля Франции Филиппа Красивого Анри де Мондевиль в начале XIV века пишет, что некоторые женщины вставляют в свои платья 2 мешка, подогнанных к груди, плотно прилегающих друг к другу, и они кладут их в них каждое утро и закрепляют их, когда это возможно, соответствующей лентой. Эти самые неприличные сумки для груди обличают и другие средневековые авторы. Многие женщины делают сумки для груди. С ними она бродит по улицам, так что все молодые люди, которые смотрят на нее, могут видеть ее красивые груди. Мы не знаем, все ли женщины в средние века носили грудные сумки, но некоторые определенно носили, хоть общество и не одобряло этого предмета. Кстати, а как вы думаете, что носили в Древней Руси? Ответ неожиданный. Самое древнее платье археологи нашли в кургане неподалеку от Смоленска, на пути из Варяг в Греки. Но каково же было удивление ученых, когда, развернув его, они увидели кимоно. Его хозяйка жила в середине X века и, вполне возможно, была знатной дамой из свиты той самой княгини Ольги. Платье сохранилось благодаря тому, что было завернуто в бересту, которая обладает антисептическим действием. Вместе с красным кимоно с китайскими орнаментами лежала и нательная рубаха небесно-голубого льна. Кимоно из безумно дорогого шелка модницы привезли из Китая. В X веке китайские шелка считались предметом высочайшей роскоши, в отличие от современного ширпотреба. Итак, трусов женщины долгое время не носили, обходились кучей юбок. Но в XIX веке в нижнем белье произошла настоящая революция. В моду вошли кружевные панталоны. Все белье должно было быть только белоснежным. Цветное считалось неприличным и развратным. Но самое интересное, что панталоны состояли из 2 отдельных частей, которые обвязывались вокруг бедер. Вы спросите, но почему штанины панталон между собой не сшивали? А оказывается, из гигиенических соображений. Все дело в том, что по правилам приличия женщине XIX века полагалось надевать целых 6 нижних юбок к элегантному платью. Для того, чтобы полностью одеться, были необходимы чулки, панталоны, сорочка до середины икры, корсет, нижние юбки, льняная кофта поверх корсета, камисоль, подушечка для тюрнюра, платье или верхняя юбка с корсажем. Справить нужду даме, туго затянутой в корсет, да еще во всем этом великолепии, без посторонней помощи, было невозможно. Вот и носили такие разрезанные пополам панталоны. Сшили штанины только в конце XIX века, но консервативные дамы продолжали носить панталоны без шва, заявляя, что молодежь, которая носит сшитые панталоны, распустилась до безобразия. Панталоны не скрывали, а наоборот демонстрировали, ведь они четко указывали на состояние своей хозяйки. У богатых были красиво расшитые, а у бедных – обычные. Но самым опасным нижним бельем прошлого было радиоактивное нижнее белье. До того, как люди поняли, насколько опасна радиация, они считали, что она является лекарством от всех болезней, новым чудом природы. Радий добавляли в косметику, еду и даже в нижнее белье. У вас проблемы с потенцией? Вам поможет радий, уверяли рекламные объявления в газетах. К тому же это белье так красиво светится. В радиоактивные подушечки вкладывали в специальные отсеки.
При любой проблеме врачи на перегонки выписывали белье, содержащее радий. Лечение казалось настолько сверхсовременным, что трусы или комплекты белья были просто напичканы радием, и никто не догадывался, что трусы их просто убивали. Мужчины и женщины с радостью отдавали свои деньги, покупая светящееся нижнее белье. Нежные, утонченные, романтичные девушки с большими глазами, трепетные как лани, никакого ботокса и филлеров, только естественная красота, тончайшие талии, а главное, тот самый стиль принцесс в одежде. Вот как мы сегодня представляем себе викторианских дам. Вот только мы и не догадываемся, чего стоил этот нежный образ самим женщинам. Настоящим леди во времена королевы Виктории приходилось ох, как несладко. Красота требует жертв. Этот лозунг родился явно в эту эпоху. Зачем юные красавицы вырывали зубы и покупали себе вставные челюсти? Почему леди всегда задыхались от нехватки кислорода? Чем пахли эти неземные феи со старинных фотографий? Правда ли, что юбки возили сверху на карете? Зачем волосы в викторианскую эпоху смачивали аммиаком и не мыли? Как в кринолинах справляли нужду? И зачем пили так много яда? Цитирую. «Встала в 10. Все утро налаживала бриллианты на борту и кокошники. Так адски надоело, что мочи нет. Чувствую себя, как разбитая лошадь. Отвратительно. За завтраком плакала. Слезы так и текли, и я ничего не могла сделать. Около 6 часов уехала. Дома примеряла костюм. Уныние. Устала безумно. Вот такие вот тяготы бытия». Если, глядя на такую талию, вы завистливо вздыхаете, не спешите. Вот представьте себе, что вы живете, вечно задыхаясь от нехватки кислорода, настолько, что постоянно падаете из-за этого в обморок. Чтобы добиться заветных 45 сантиметров в обхвате, женщинам приходилось в буквальном смысле жить без воздуха. Тугие корсеты надевали на девочек в 3-4 года. Они деформировали их тело так, что у них начинались большие проблемы со здоровьем. Дышать в корсете было невозможно. Мало того, объем легких из-за деформации в принципе сильно уменьшался. Вот и падали красавицы в постоянные обмороки. Не от того, что были, очень утонченные, а просто им постоянно нечем было дышать. Но куда уж деваться, если толстухи стали 60 сантиметров, не место в приличном обществе. Хоть процесс затягивания в корсет выглядит забавно, смешного здесь мало. Одной светской красавице так утянули талию на свадьбе, что она умерла. А еще ребра из-за деформации находили друг на друга, и у дам постоянно болела голова. Настоящие викторианские леди носили корсеты, даже будучи беременными. Из-за этого дети рождались инвалидами. Да и беременности у женщин с такими фигурами проходили с большими осложнениями. В общем, жуть. Увы, наглядно показать публике суть анатомических деформаций, которые вызывали корсеты, ученые смогли лишь в 1895-м, когда изобрели рентген. Если вам кажется, что силиконовая грудь или попа – это перебор, то что вы скажете по поводу моды на вставные челюсти среди юных девушек? Да-да, вставные челюсти действительно были популярны среди красавиц викторианской Англии. В знаменитом когда-то в Европе романе «Пелем» или «Приключения джентльмена» описывается, как однажды молодой джентльмен, будучи почти застигнутым супругом своей возлюбленной, спрятался в ее святая святых – туалетной комнате. Там он увидел такое, что навсегда разрушило их отношения. Процитирую. «На столике возле меня лежал ночной чепчик необычайно замысловатого покроя. С каждой стороны его я обнаружил по сырой телячьей отбивной котлетке. Они были прикреплены к чепчику зелеными шелковыми нитками. Рядом, на специальной подставке, красовался очаровательный золотистого цвета парик. Герцогиня терпеть не могла, когда я нежно проводил рукой по ее волосам. А на другом столике мне бросились в глаза вставные челюсти ослепительной белизны». Эти секреты красоты, о которых неожиданно узнал влюбленный, навсегда поставили крест на их романе. Существует версия, что юные девушки добровольно удаляли себе зубы. Заметьте, это при полном отсутствии в ту эпоху обезболивающих препаратов, и покупали красивую фарфоровую вставную челюсть. Стоматология в XIX веке, правда, уже была на высоте, и вставные челюсти из фарфора было невозможно отличить от настоящих. Но если до наступления викторианской эпохи они стоили целое состояние и позволить себе такой модный ход могли лишь немногие светские львицы, то в 1840-х была изобретена вулканизированная резина, и вставная челюсть стала доступна и низшим слоям населения.
Учитывая, что вырвать зуб для низшего класса в то время было синонимом слова «вылечить», вставные челюсти пользовались огромным спросом. В результате к началу 20 века вставная челюсть настолько прочно вошла в обиход, что считалась обычным предметом для красавицы, типа чепчика или ложки. Викторианская эпоха – это действительно никакой косметики. Ярко красились только дамы легкого поведения. Казалось бы, вот оно время той самой естественной красоты. Но не спешите. Идеал красоты викторианской эпохи – это девушки, сошедшие с полотен прерафаэлитов, невероятно бледная фарфоровая кожа, впалые щеки и огромные глаза. То есть вместо естественной красавицы – этакая чехоточная больная, пребывающая на грани жизни и смерти. Как считают историки, таким идеалом эпоха действительно обязана многочисленным эпидемиям того времени, от туберкулеза, кори и скарлатины до дифтерии и коклюша. Для того, чтобы обычной девушке с розовыми щечками достичь этого болезненного образа, предпринимали недюжинные усилия. Во-первых, нужно пить мышьяк. Средство, которым травили грызунов, считалось также лучшим средством, чтобы придать коже леди нужный романтичный оттенок. Для удобства будущих красавиц фирма Сирс и Робок даже выпускала вафли для лица доктора Кэмпбелла с мышьяком. Эта ядовитая выпечка, как обещали, гарантировала вам красивую мертвенно-бледную кожу. Для усиления эффекта бледности кожу лица в ту эпоху сбрызгивали настойкой аммиака. Представляете, какой запах? С веснушками и прыщами боролись и того хлеще, протирая кожу карболовой кислотой. При попадании на кожу она вызывает интоксикацию организма. Симптомы зависят от разновидности соединения. Наиболее распространенные признаки – кашель, головокружение, ожоги дыхательных путей и судороги. Конечно, были и свои средства для борьбы с морщинами. На лицо на ночь привязывали кусочки сырого мяса. Представьте, каково это – спать с сырой говядиной на лице. Главное, не забудьте намазать еще на ночь кожу животным жиром. Мухи, запах. Фу, какая гадость. Губная помада была на основе смеси касторового масла и воска. Впрочем, могли ее сварить из говяжьих мозгов или говяжьего сала. Спасибо, конечно, что не яд, но тоже мало приятного. Ходить с привкусом касторки или говядины на губах. Тенями приличные дамы не пользовались, а вот для густоты ресниц и бровей им рекомендовали смазывать их средствами на основе ртути. Смертельно опасной, на минуточку. Тушь тогда делали на основе чернил, а в тоник для лица времен королевы Виктории входил еще и свинец. Чтобы глаза были большими, а взгляд модно томным, и того хуже, закапывали в них белладонну. Еще один яд, от которого зрачки сужались. Побочный эффект – ухудшение зрения, а то и полная слепота. В общем, красота по-викториански – это практически полный спектр ядов на бедный женский организм. Удивительно, как человечество выжило. Наше представление о принцессах и их внешности родом именно из викторианской Англии. Все эти пышные многослойные юбки, рюши, кружева, рукава-фонарики, кринолины. Если и вы мечтали в детстве о платье, как у настоящей принцессы, представьте, каково было в нем ходить. Кринолины – настоящий символ эпохи. Кстати, еще и привязывались к коленкам тесьмой. Впрочем, при порыве ветра они могли выгнуться, как зонтик, в обратную сторону. Именно так однажды опозорилась герцогиня Манчестерская, и все увидели ее панталоны. Помимо особой семенящей походки, доставляли кринолины и другие неудобства. Шутили, что при входе в амнибус их нужно снимать и крепить сверху. Модные красотки могли просто не протиснуться в дверь, в гостях. Самостоятельно невозможно было в таком ни раздеться, ни даже сходить в туалет. Для бедных дам изобрели вот такую бурдалю, а панталоны не сшивались посередине, чтобы у нежных леди была возможность справить нужду, не раздеваясь. В кринолинах невозможно было зайти в комнату, не зацепившись за что-то, а учитывая, что кругом стояли свечи, пышные юбки красавиц постоянно загорались, убивая своих хозяек. Ну а теперь представьте, каково кавалеру прийти в комнату, набитую викторианскими леди. А еще эта эпоха – это множество аксессуаров, которые мы с вами уже и не знаем. Полное облачение настоящей леди в результате весило около 17 килограмм, не легче, чем у средневекового рыцаря. Помимо кринолина, в него входили многочисленные аксессуары, портбукеты – это футлярчики для цветов, веера, разнообразные перчатки, сумочки, лорнеты, шали и даже такие уже совсем незнакомые нам предметы, как фищу и шатлены.
Если сегодня девушки ходят в солярий и лежат часами на пляже, чтобы получить коричневый оттенок кожи, то в викторианской Англии загар – это ужас-ужас. Сгорелое лицо и руки считались дурным тоном, вплоть до 20-х годов 20 века. От плебейского загара дам защищали вот такие зонтики от солнца – парасоли. А вот это паж. Для того, чтобы понять его предназначение, представьте себе грязь, отбросы, помои, дохлых крыс, лошадиные и коровьи экскременты, в которых буквально утопали улицы Лондона в XIX веке. Опасные заболевания скапливались в непроходимой грязи под ногами жителей Лондона. Каково это пройтись по всей этой красоте в длинном платье в пол? Да еще и не нарушив девиз «Настоящие леди», чистые перчатки, обувь и носовой платок. Для этого-то и были придуманы вот такие специальные щипчики, пажи, которыми леди могла приподнять подол юбки или шлейф на вонючих улицах Лондона, при этом не унижая себя наклонами. Пажи носили, подвешивая к шателену, на котором крепилось еще много всего полезного. Ключи, ножницы, мерные емкости и набор для вышивания. Ну а чем пахли эти неземные феи со старинных полотен? Увы, здесь нечем порадовать. Викторианская эпоха была временем жуткой антисанитарии. Вот как описывает викторианские запахи писатель Лайза Пикард в книге «Викторианский Лондон». Подумайте о самом худшем запахе, какой вы когда-либо ощущали. Теперь представьте, что обоняете его день и ночь по всему Лондону. Но дело обстояло еще хуже. Любое зловонное дуновение было опасным. Вредные испарения, дурной воздух приносили болезнь. В эти неповторимые ароматы фекалий и разлагающихся животных добавлялся и запах немытых тел. Если в России с незапамятных времен все мылись в бане, то викторианские врачи в Англии почему-то рекомендовали мыться примерно раз в месяц или в 2 недели. Считалось, что, цитирую, «смачивание всего тела сразу сделает его уязвимым для инфекции». В общем, в остальное время дамы просто протирались губкой, смоченной в воде с добавлением уксуса. Причем делать это было необходимо именно в холодной комнате. Протирание в теплом помещении, считалось, может вызвать приступ истерии. Мало того, врачи еще и рекомендовали женщинам мыть нижнюю часть тела как можно реже, о ее существовании в ту эпоху вообще старались не вспоминать. А теперь представьте, что под кринолинами воздушных созданий скрывалось огромное количество толстых нижних юбок, да и ходить в туалет им фактически приходилось под себя. В богатых семьях, конечно, могли себе позволить дорогое мыло с лавандой, запах который был очень стойким. Этот аромат и стал настоящим запахом богатства и роскоши. А вот обычное мыло в ту эпоху пахло специфически, резко и очень неприятно. Но и его позволить себе могли далеко не все. 100 грамм такого мыла стоил как 2 фунта говядины, и, конечно, многие предпочитали именно еду. Во времена королевы Виктории также вошло в моду после мытья еще и протирать руки карболовой кислотой. С одной стороны, конечно, такая дезинфекция в те времена была явно на пользу. С другой стороны, она могла сама серьезно повредить здоровью. Да и запах малоприятный. А вот тогда он стал настоящим символом чистоты. В результате даже высшее общество того времени, на взгляд современного человека, пахло очень неприятно. Чтобы скрыть этот неприятный запах, настоящая английская леди обливала духами все вокруг, включая одежду и аксессуары. А вот пахла парфюмерия тогда тоже совсем не так, как сегодня. Запахи были крайне насыщенные и очень тяжелые. А вот следить за чистотой и приятно пахнуть английские леди стали лишь к концу викторианской эпохи. Викторианские дамы еще и настоящие рекордсменки по длине волос. Волосы, как у Рапунцель, это про них. Волосы они отращивали невероятно длинные. И из них сооружали сложные прически. Вы скажете: ах, какая прелесть! А теперь представьте, мыть голову так, как привыкли это делать мы, в викторианскую эпоху было не принято. Помыть голову считалось занятием дорогим, хлопотным и вредным для здоровья. Даже самые богатые аристократки мыли волосы крайне редко по сегодняшним представлениям. Например, императрица Австро-Венгрии Сиси, которая считалась, уж очень много внимания уделяла уходу за своими роскошными волосами, мыла их, внимание, всего раз в 2 недели. Весь день с помощью камеристок она занималась только мытьем и сушкой волос. Но горячая вода и слуги в помощь были доступны мало кому. В результате популярный журнал в 1853 году даже уговаривал англичанок лучше заботиться о своей гигиене. Цитирую: «Распространенное мнение, что мытье головы вызывает насморк или мигрень, не имеет под собой оснований. Вода – это наиболее действенный способ очистки кожи головы и волос».
Вы спросите, ну а как же они тогда мыли голову? Популярны были разные способы. Например, разбавить чистый аммиак, мочу, теплой водой и втирать его в кожу головы. Грязь выпадала, правда, зачастую вместе с волосами и верхним слоем кожи. Другое популярное средство викторианской эпохи – луковый сок. А теперь представьте, как это все пахло. Правда, были и другие средства, например, нюхательная соль, которую разбавляли в воде и наносили губкой на волосы. Аромат тоже необыкновенный. Некоторые, конечно, мыли голову мылом, но о мыле в ту эпоху мы уже рассказывали. Неудивительно, что лучшим средством сделать волосы чистыми в викторианской Англии считали расчесывание. Якобы, чем чаще и дольше будешь расчесывать волосы, тем здоровее и красивее они будут. Окраска волос в викторианскую эпоху, конечно, не особо приветствовалась, но это не останавливало леди. Конечно, тогда тоже использовали хну и басму, но потом появились химические красители, которые оказались настолько ядовиты, что их быстро запретили. Красота требует жертв. Избитая фраза, за которой стоят реальные человеческие драмы и миллионы жизней на протяжении столетий. Как увеличивали грудь 100 лет назад и чем делали инъекции от морщин. Какое сумасшедшее средство использовали, чтобы похудеть в начале 20 века. Зачем римляне полоскали рот старой мочой? И как в 19 веке наращивали ресницы? Вы будете в ужасе. Топ-7 бьюти-процедур прошлого, от которых даже у мужчин волосы встанут дыбом. Итак, на 7-м месте увеличение груди, губ и борьба с морщинами в 19 веке. Вы не поверите, но первые инъекции против старения стали делать еще в 19 веке. Сначала врачи-экспериментаторы пытались исправлять дефекты внешности с помощью собственного жира пациентов. Увы, он быстро рассасывался, и тогда они обратились к парафину. Его кололи в область морщин, чтобы разгладить их. Использовали инъекции парафина и для того, чтобы увеличить объем груди и даже губ. Вот только последствия были трагичными. Парафин застывал под кожей груди или губ плотной тяжелой массой. Образовывались твердые болезненные комки. К тому же он провоцировал даже слепоту. Но красавицы и врачи на этом не успокоились. Новым чудом средства стало вазелиновое масло. Побочный эффект модных процедур проявился лишь спустя 5 лет. Организм отторгал препарат, а в местах инъекций появлялись незаживающие раны. Помимо этого, для увеличения груди широко рекламировался и специальный аппарат, очень похожий на вантус. На 6-м месте жертвы, принесенные человечеством ради белозубой улыбки, и здесь соберитесь с силами. В Древнем Египте для сохранения зубов и предотвращения зубной боли применяли пасту из перетертых мышей. Сепсис и летальный исход врачи объясняли запущенным состоянием больного и уж никак не опасными инфекциями, которые переносили грызуны. А вот древние римляне, чтобы добиться белозубой блестящей улыбки, пошли еще дальше. Они полоскали рот мочой, причем речь не об обычной моче, а о выдержанной долгое время в емкостях. Такой отбеливатель был популярным, и человеческой мочи порой на всех не хватало, поэтому в качестве замены использовалась моча животных. В общем, средство, конечно, было эффективным, ведь из мочи образовывался аммиак, который отбеливал. Вот только нужны они, такие жертвы. Хорошо, ну а как же битва за стройную талию? В 19 веке дамы похудеть мечтали тоже, а вот абонементов в спортзалы тогда не было. Бедняжкам приходилось еще хуже, чем нам. Вы видели, какие талии тогда были в моде? Эталоном тех лет считалась 16-дюймовая талия, это около 40 сантиметров. Так вот, чтобы есть и худеть, женщины пили новое чудо-средство – таблетки. Вот только в таблетках были яйца солитера, и бедолаги подселяли в свой организм огромного ленточного червя. Паразит рос внутри хозяйки, поглощая часть съеденной пищи. Чем больше они ели, тем больше вырастали черви, до 6-10 метров длиной. Солитер может путешествовать по организму, поедая печень, почки и даже головной мозг. Ох, и скандал был, когда выяснилось содержание чудо-таблеток. Впрочем, на этом желающее похудеть человечество не остановилось. В 40-х годах, пока Советский Союз боролся с фашизмом, в Америке стали популярны вот такие машины для похудения, которые представляли из себя специальное кресло, которое массажировало ноги пациента с помощью металлических роликов. От этого якобы человек и худел. На 4-м месте яды, которые добровольно принимали люди. Долгие столетия самым популярным средством для лица был вовсе не крем или тоник, а свинец с уксусом, из которых делали белила, чтобы получить ту самую романтическую бледность, которая была тогда на пике популярности.
Свинец вызывал агрессивность, головные боли, рвоту, судороги, ну и в конце концов смерть. Когда смертельно опасный свинец вышел из моды, в XIX веке появилось новое чудо-средство – мышьяк. И ведь помогало, мышьяк действительно делал кожу бледной, вот только побочный эффект – смерть. В то время широко рекламировался продукт под названием «Безвредные пластины с мышьяком для улучшения цвета лица доктора Маккензи». Лосьонами с мышьяком протирали лицо, мышьяк употребляли и вовнутрь, пили, как считалось, для улучшения крови. Конечно, принимать мышьяк нужно было понемногу, постепенно увеличивая порцию. Количество яда в организме накапливалось и со временем могло привести к летальному исходу. На третьем месте – радиоактивная косметика. Да-да, не мы первые пытаемся бороться с морщинами инновационными средствами. Пытались и до нас. В 1930-х человечество нашло новое суперсредство от морщин – радиоактивную косметику. Об ее смертельной опасности тогда еще не догадывались. Человечество сходило с ума от радиации, считая ее универсальным средством от всего. Хлористый торий и бромистый радий должны были снабжать клетки жизненной силой, усиливать циркуляцию крови и улучшать состояние кожи, предотвращая процесс старения, разглаживать морщины, придавать свежий и цветущий вид. Представляете? Вот только модницы вместо этого быстро старели и умирали от неизлечимых болезней. На втором месте самых жутких бьюти-процедур прошлого – наращивание ресниц в XIX веке. Да-да, и здесь мы не первые. Вот как в газете 1899 года рекламируют такую процедуру. Через обычную тонкую иглу нужно продеть длинный волос, как правило, взятый с головы. Затем нижнюю границу века тщательно очищают. Затем оператор несколькими умелыми прикосновениями проводит иглой по крайним краям века между эпидермисом и нижней границей хряща-козелка. Жутко звучит. Ну а на первом месте сумасшедшие аппараты красоты, изобретенные в начале 20 века на Западе, от которых станет плохо даже мужчинам. Нет, это не пытки. Вот так боролись с веснушками. Машина замораживала их при помощи углекислого газа. Глаза и ноздри пациентки закрывались герметичными пробками, а дышать во время процедуры нужно было через специальную трубку. А вот это и вовсе называлось калибратор красоты. Изобрел его отец декоративной косметики, обладатель Оскара, легендарный Макс Фактор, до Голливуда, кстати, живший в России под именем Максимилиан Факторович. Калибратор красоты надевали на голову, чтобы измерить параметры лица и то, как они соотносятся со стандартами. После этого можно было с помощью макияжа ликвидировать изъяны. В 1940-м была разработана и электрическая маска, которая грела кожу лица, чтобы стимулировать кровообращение и заставлять кожу выглядеть свежее. Вот только дети начинали смертельно бояться своих матерей. А вот этот странный герметичный агрегат одевался на голову пациенткам для того, чтобы добиться розового цвета лица за счет снижения атмосферного давления вокруг головы. А вот это и вовсе испытание аппарата для увеличения роста. Он был изобретен в 1931 в США. По словам изобретателя, такая машина могла увеличить рост человека на 5-15 сантиметров. А вот так в 20-х, всего 100 лет назад, выглядела обычная завивка волос, правда жутковато. Ну а если вам кажется, что все вышеуслышанное перебор, и уж в 21 веке мы-то на это бы точно не пошли, задумайтесь. Сегодня женщины ради красоты высасывают жир из бедер, втыкают иглы в лицо и вводят смертельные токсины, чтобы избавиться от морщин. Кто знает, что напишут о наших чудачествах в 23 веке.